Барселона – один из самых колоритных и неповторимых городов. Люди здесь живут в расслабленном ритме, радуются сиюминутному и без угрызений совести откладывают дела на завтра. Обедают они только в компании, бурно обсуждая самые обыденные вещи, и могут 15 минут разговаривать с кассиром, не обращая внимания на огромную очередь. Изучение этого города – яркий фейерверк эмоций, впечатлений, которыми мне не терпится с вами поделиться. Спасибо всем, кто прямо сейчас поставил лайк этому видео, подписался на канал. И давайте начинать! Начнем изучение Барселоны с готического квартала. Он имеет колоссальное значение для Барселоны. Здесь сосредоточена политическая, культурная и туристическая жизнь города. На площади Святого Иакова заседает правительство города и провинции. В церквях, ресторанах и прямо под открытым небом выступают музыканты, певцы и танцоры. Тысячи туристов растворяются в узких средневековых улочках квартала, посещают его музеи, кафе, рестораны и пытаются лавировать между аутентичными интересными местами и немного испорченной большим туризмом атмосферой. Сейчас мы находимся на новой площади, которая, несмотря на название, является старейшим местом в Барселоне. Площадь Пласа Нова многие местные жители называют сердцем готического квартала. Каждый камень здесь хранит многовековую историю. Здесь же установлена скульптура Барсина, которая посвящена одноименному небольшому поселению, из которого и выросла огромная Барселона. Когда говоришь про собор в Барселоне, то ассоциативно вспоминаешь сразу Саграду Фамилию, но на самом деле самый главный собор Барселоны считается кафедральный, который находится здесь, в готическом квартале. Именно данный собор является резиденцией архиепископа Барселонского. Строительство этого собора продолжалось с 1298 года по 1420 год. Облик фасада был закончен гораздо позднее, в 1870 году. Строительство же центрального шпиля и вовсе было завершено в 1913 году. Некоторые специалисты оценивают современный облик кафедрального собора достаточно противоречиво, однако его гармония с остальной застройкой видна невооруженным глазом. Здание собора привлекает невероятным сочетанием готического стиля и каталонского колорита. При этом он не производит давящее впечатление своей монументальностью, благодаря скрупулезной проработке декоративных элементов. Перед кафедральным собором находится симпатичное современное здание с забавно оформленными фасадами. Это здание коллегии архитекторов Барселоны. Самым ярким элементом его является серия песчано-литых фризов фасада работы Пабло Пикассо. И с криками «Боже, да я в 5 лет рисовал гораздо лучше!» можно зайти внутрь этого здания, в котором часто проводятся культурные мероприятия, выставки, кинопоказы, мастер-классы и многое другое. Также здесь можно купить интересные сувениры. Мир рождается в каждом поцелуе. Также здесь недалеко находится яркая выразительная картина поцелуя свободу двух людей. Подойдя ближе, понимаешь, что это тысячи крошечных керамических плиток. Каждая отдельная плитка напечатана с фотографией человека, места, момента, события или чего-то, что в некотором роде представляет собой свободу и самовыражение. Использование двойного образа – не инновационная задумка. Им часто пользовался Сальвадор Дали. Достаточно вспомнить его полотно «Обнаженная Гала, смотрящая на море». Взгляд с расстояния 18 метров трансформирует работу в портрет Авраама Линкольна. Но при этом работа Жоана Фонкуберта уникальна. Она выполнена в честь важной для Барселоны даты 300-летней годовщины окончания войны за испанское наследство. И Жоан решил создать фотомозаику из 4000 плиток, на которых изображена жизнь жителей Барселоны. Каждый желающий мог предоставить фотографию, а художник уже отбирал ее по своим критериям. Было очень важно, что на каждом снимке была показана максимальная любовь и свобода. И каждый снимок – это проявление счастья, что является важнейшим показателем жизни. Автор использовал эпиграф. Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки, но эхо его звучит намного дольше. Жоан считает свободу одной из главных ценностей Барселоны. Он желал раскрыть идею с помощью положительных эмоций. Я хотел бы избежать создания стены плача и сделать так, чтобы это была стена радости, оптимистичный взгляд на будущее.
Мост вздохов, или как его еще называют, кружевным мостом или мостом поцелуев, можно смело назвать самой романтичной достопримечательностью не только готического квартала, но и всей Барселоны. Он представляет собой крытую декоративную арку, соединяющую кафедральный собор с площадью Иакова. Архитектурные элементы, напоминающие знаменитое венецианское кружево, отлично вписываются в общий стиль бариоготика. При этом особой популярностью у фотографов пользуются громадные гаргульи, которые в древние века использовались в качестве дренажной системы. С этим мостом связано много мифов, один из которых гласит, что если вы со второй половинкой возьметесь за ручку, загадаете желание и пройдете сквозь него, то ваше желание обязательно сбудется. Пойдем проверять. Готический квартал не обязательно изучать по туристическим картам и путеводителям. Гораздо интереснее самому познавать прелести небольших улочек, которые больше похожи на настоящий лабиринт. Но будьте готовы к тому, что некоторые участки произведут не самое лучшее впечатление из-за неприятных ароматов, мусора и немного агрессивных бездомных. Но зато в полной мере почувствуйте колорит. Одним из самых распространенных туристических товаров в готическом квартале это эспадрильи, но покупать их я рекомендую только в одном месте. Сиеста. Привычка после обеденного отдыха, известная как сиеста, популярна во всех регионах Испании. Она может быть 15 минут, либо даже 2 часа. И что больше всего поражает, что даже в компаниях, которые рассчитаны на туристов, не боятся ее устраивать в ущерб своего бизнеса, что, в принципе, наверное, правильно, потому что считается, что сиеста очень хорошо влияет на продолжительность жизни. Как мы знаем, в Испании она одна из самых лучших, поэтому, наверное, все правильно делают. Но мы сюда обязательно вернемся, а сейчас пока пойдем в другое место. Чтобы в полной мере прочувствовать сиесту, мы отправились на улицу, Allada Vermell. которая появилась еще в 15 столетии. Она примечательна окнами и дверьми, которые словно выхвачены из итальянского городка. Также характерной чертой этого места стали многочисленные растения, которые облепили практически каждый вход во двор. Именно по этой улице прогуливались героини фильма Педро Альмодовара «Все моей матери». И вообще улица производит очень интересное впечатление, такое чувство, что время здесь просто остановилось, никто ничего не делает, все отдыхают, наслаждаются жизнью. И отчасти, конечно, это здорово, но немного странно. Но вечером эта улица преображается, потому что здесь огромное количество баров и шумно очень. Многие даже вывешивают такие плакаты, но я думаю, что они не помогают. И, конечно, жить в такой атмосфере крайне тяжело. Поэтому они, наверное, днем и спят, потому что ночью не могут выспаться. Ну что, сиеста закончилась, пойдемте внутрь. Это магазин и мастерская с 80-летней историей. Здесь можно вживую посмотреть, как делают эспадрильи. Процесс очень интересный. Везде лежат куски ткани, подошвы и незаконченные эспадрильи. Данный беспорядок отражает ремесленный процесс, при котором происходит волшебство – создание традиционной обуви. Я решила померить несколько вариантов. Начну с самого простого, самого популярного. Вообще очень интересно, как делают эту обувь. Берут веревку. Веревку делают из материала джуда и специальной методикой ее укладывают. Поэтому вообще обувь очень хорошо дышит и в ней комфортно находиться. А раньше подошву никак не защищали. Сейчас же все равно вот небольшую резинку здесь установили. И также здесь сверху просто ткань. Ткань плотная, но тоже хорошо дышит. Сейчас буду смотреть, как на ноге. Это второй вариант. Он кажется немного экзотичнее, но на самом деле такая модель была намного более популярна среди современников Сальвадора Дали. Я решила остановиться на этой модели. Она мне показалась максимально удобной. Я не знаю, что они сделали с этой платформой. Она настолько пружинит и настолько в ней удобно находиться, что это просто невероятно. И еще здесь логотип магазина, поэтому я думаю, что это будет отличный сувенир для меня. Ла Рамбла – самая известная и многолюдная улица Барселоны. Она растянулась на 1,2 километра, пересекая старый город.
Проспект начинается с площади Каталонии и заканчивается на площади Портал де ла Пау, где установлен памятник Колумбу. Название бульвара Ла Рамбла переводится как «речное русло», что отчасти объясняет его происхождение. Жителям Барселоны стало тесно в городе, ограниченном крепостными стенами, и в 1776 году их снесли, чтобы расширить территорию. По пересохшему руслу реки, которая спускалась к морю, был проложен бульвар Ла Рамбла. Ла Рамбла состоит из 5 четко разделенных частей, каждая из которых имеет свое название. Именно поэтому эта улица иногда называется во множественном числе Лас Ламбрес либо Лес Ламбрес. Несмотря на то, что полиции очень много, нужно помнить о том, что как только ты ступаешь на улицу Ла Рамбла, нужно быть максимально осторожными. Очень много карманников и цены на все безбожно завышены, так что будем начеку. Бульвар Каналетис – это первая часть Ла Рамблы. Свое название этот участок получил благодаря фонтану Каналетис, который здесь находится. Он является излюбленным местом всех футбольных фанатов клуба Барселоны. Они здесь собираются во время знаковых матчей и событий. Но еще этот фонтан популярен среди туристов, потому что есть поверье, что из него выпьешь воды, то влюбишься в Барселону и обязательно в нее вернешься. Ну проверим, вернусь я в Барселону еще раз или нет. Вторая часть – это Рамбла учения. Свое название она получила благодаря тому, что здесь долгое время находился университет, но студенты очень сильно мешали местным жителям, такое тоже бывает. Поэтому Филипп V принял решение перенести университет в город Сервера. Здесь раньше продавали птиц, сейчас птиц тоже не продают, а продают сувениры не очень хорошего качества. На этом участке расположен театр Палеорама и барочная церковь Вифлеемской Богоматери. Рамбла цветов, которая раньше называлась Рамбла Святого Иосифа. Современное название прижилось потому, что на этом отрезке бульвара сосредоточено большое количество цветочных магазинов. И самое главное, здесь находится знаменитый рынок Баккерия. Рынок Сан-Жозеп, более известный как рынок Баккерия, самый старый рынок Барселоны. Яркий, шумный и очень вкусный. Некоторые источники указывают на то, что рынок здесь был еще в 1217 году. Но то, что мы сейчас знаем как Ла Баккерия, не существовало до 19 века. Тогда местные власти решили построить структуру, в которой разместились бы торговцы рыбой и мясом, а также продавцы фруктов и овощей. Железные ворота в стиле модерн были построены в 1914 году. Несмотря на то, что он стал современной достопримечательностью, это всегда была территорией, куда местные жители приходили за покупками. Баккерия славится на всю Барселону огромным выбором свежих продуктов, а его площадь составляет 2500 квадратных метров. Рынок производит очень сильное впечатление, здесь действительно невероятные ароматы, и вообще, когда ты сюда попадаешь, такое ощущение, что это просто какой-то бутик, где все аккуратненько разложено. К сожалению, конечно, есть многие лавки, которые нацелены только на туристов, но есть и многие, которые рассчитаны на местных жителей, куда действительно местные жители приходят, но они все это делают очень рано, потому что если вы сюда придете в обед, здесь просто будет невероятная толпа, и наслаждения вы никакого не получите. Если вы будете на рынке ранним утром, очень рекомендую позавтракать в этом месте. У них восхитительная яичница с кальмаром, очень вкусно. Очень много лавок сейчас закрыто, потому что август, и они решили просто уехать в отпуск. А вот здесь здание бывшей макаронной фабрики, которое было построено в 1820 году. А в 1902 году модернист Антони Рос Игуэль щедро украсил его мозаиками и витражами, и оно стало смахивать на дорогой свадебный торт. В углу здания можно увидеть рельеф женщины, собирающей пшеницу, напоминание о старой фабрике. Заканчивается отрезок бульвара площадью Пла-дель-Ос, которая украшена круглой мозаикой Жоана Миро, каталонского художника. Ему было 83 года, когда он занялся выполнением этой работы. И на одной из плиток есть его автограф. Но найти крайне тяжело, потому что по этому творению, по этому шедевру люди ходят вот своими ногами. И плитка выполнена всего из 4 цветов. Это белый, черный, красный, синий, желтый, что очень характерно для лаконичного стиля Жоана Миро. Переходим на Рамблу Капуцинов, в самом начале которой возвышается дом Бруно Квадрас, имеющий второе название Дом зонтиков, потому что эти изделия раньше здесь продавали. Здание и так было памятником в стиле классического модерна.
Но в 1883 году его решили реконструировать, и сейчас дом можно рассматривать с разных ракурсов, чтобы увидеть китайского дракона на углу и символику на балконах. Другой достопримечательностью Рамблы Капуцинов является Большой театр Лисео, один из нескольких самых великих оперных театров мира. И здесь же сохранился и самый старый каталонский театр – Принципаль. Недалеко от театра находится памятник Фредерику Солеру, каталонскому поэту-драматургу, на голове которого постоянно сидит какой-нибудь голубь. Заканчивается бульвар Капуцинов уютной площадью Пласа Реаль. Здесь находятся фонари, ставшие одной из первых работ знаменитого архитектора Антонио Гауди. Также на площади иногда работает красивый фонтан Три Грации. Раньше на этом участке Ла Рамбла было огромное количество живых скульптур, которые добавляли невероятный антураж этому месту. Сейчас, к сожалению, ни одной скульптуры нет, возможно, из-за невероятной жары. Я надеюсь, что это не просто по причине того, что живые скульптуры стали настолько непопулярны и невыгодны артистам, что они перестали здесь стоять. Но, тем не менее, мы нашли скульптуру восковую Тома Хэнкса из знаменитого фильма «Форест Гамп», который, в принципе, разбавляет немного настроение этой улицы. Завершается сейчас прогулочная часть всего бульвара огромной стройкой, пробираясь через которую попадаешь на площадь Портал де ла Пау – Врата мира. В центре площади находится символ города – статуя Колумба, взирающая на Барселону с 60-метровой высоты. Мало кто знает, что на эту знаковую достопримечательность можно подняться. Ситуация ухудшилась, когда здесь начался ремонт, официальный вход закрыт, поэтому нужно обойти и спуститься вниз, купить билеты. Окей, gracias. Билет на одного взрослого стоит 8 евро. Пойдемте. Здесь очень жарко и очень душно, но повезло нам, мы здесь находимся абсолютно одни, поэтому мы должным образом можем посмотреть на все виды и наконец-то выяснить, куда все-таки указывает палец Колумба. Так, палец показывает вот в эту сторону. Отсюда хорошо видна морская Рамбла. К Олимпийским играм 1992 года был построен пешеходный мост, получивший название «Морская Рамбла», и ведущая к торговому центру, расположенному прямо на воде Барселонского порта. Вид, конечно, завораживает, очень красиво. Кстати, вот наша следующая локация – морской музей. Билет на одного взрослого стоит 10 евро, но есть небольшой лайфхак. Если вы хотите посетить этот музей бесплатно, то приходите сюда в воскресенье с 3 до 8, и тогда вам эти билеты дадут просто так. Даже если вы не влюблены в историю флота, вам понравится это место. В старинном здании морской верфи представлена вся былая мощь и роскошь королевской флотилии Испании. Средневековые парусники, военные галеры, знаменитая Санта-Мария, которая удачно доставила Колумба до Америки, старинная подводная лодка и даже первые атласы. Здание музея само по себе уже настоящий памятник истории. Оно было построено еще в 1283 году. Тогда здесь располагались королевские верфи. С 18 века они использовались в качестве военных складов и казарм, а к середине 20-го столетия сюда уже перенесли морской музей, который является одним из самых больших в Европе. В самом центре верфи установлена копия галеры Реал, мощные весла, интригующее убранство носовой части, впечатляющий узор отделки, обилие резьбы, покрытой золотом. Впечатление производит сильное. Здесь же можно вкусно перекусить. Этот ресторан пользуется популярностью среди местных и абсолютно не пользуется популярностью среди туристов, поэтому я считаю, это хороший знак. Здесь, в принципе, привычная система, такой, можно сказать, бизнес-ланч за 13,50. Состоит этот бизнес-ланч из 3 позиций. В каждой позиции есть несколько вариантов, которые ты можешь выбрать. Варианты очень интересные, поэтому мне не терпится их попробовать. В качестве закуски было подано гаспачо с поджаренным хлебом, паста с горгонзолой и грецкими орехами. Основные блюда: фидуа с каракатицей и соусом айоли, мясо, запеченное в духовке с овощами. На десерт
творожный сыр, политый испанским медом. Также была подана щедрая порция белого вина. А мы сейчас отправляемся навстречу Кровальскому коту. Этот необычный памятник был воплощен в жизнь известным художником и скульптором Фернандо Ботеро. Скульптуры Ботеро отличаются своей пышностью форм и массивностью. Их, раз увидев, уже ни с чем не спутаешь и не забудешь. Так что, если вы смотрели мое видео о Ереване, то уже наверняка вспомнили о 3 скульптурах, которые там установлены. Римский воин, кот и курящая женщина. Все работы Ботеро – это продвижение бодипозитива. Он часто использует людей либо животных немного тучными, массивными, но при этом они не отталкивают, а притягивают своей незыблемостью и уверенностью в себе. Бронзовая статуя кота была создана и подарена городу художником в 1987 году. Ее вес составляет 2 тонны, а длина от кончика знаменитого носа до хвоста равняется 7 метрам. В высоту котик получился 2,5 метра. Но несмотря на свои огромные габариты, кот, можно так сказать, гулял по всей Барселоне, пока, наконец, спустя 16 лет не нашли для него местные власти место, где он, наконец, приобрел свой дом. Сейчас мы отправляемся в самый знаменитый бар в Барселоне. Антураж и атмосфера поражают. Интерьер сохранился с тех времен, когда здесь засиживали импрессионисты. Сюда любили захаживать на абсент Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Фредерико Гарсиа Лорка. Мраморные круглые столики, старинные зеркала, стены, покрывшиеся желтым налетом из-за табачного дыма, пыльные бутылки, тусклый свет люстр викторианской эпохи. Помещение, конечно, производит впечатление. Кажется, что сейчас откроется дверь и в бар зайдет сам старина Пикассо и начнет травить байки. Бар укрепил свой статус культового места и стал обязательным пунктом любого туристического гида после того, как Вуди Аллен снял здесь сцену фильма «Вики Кристина Барселона». Главный напиток здесь абсент, который пьют особым способом. Ой, берем стакан, кладем вилку, открываем кусочек сахара, кладем, 1, 2. Дальше на сахар льют воду, чтобы он растворился и превратил напиток в мутное зелье. Слушайте, пахнет как обычный сироп от кашля, такой самый противный. Фу, на вкус тоже. Сложно поверить, что многочисленным посетителям этого бара действительно нравится этот резкий вкус и аромат. Конечно, напиток приобрел популярность благодаря импрессионистам, но после глотка этого напитка ты себя не чувствуешь великим художником, а скорее всего как их музы. Сейчас вспоминается картина «Абсент Деган» и «Женщина с абсентом» Пикассо. Грустно. Обойдется вам такой набор в 5 евро. Стоит ли сюда идти, решайте сами. Но будьте аккуратны. От одного глотка голова становится мутной, и бар находится не в самом благоприятном районе. Наша следующая локация – это дворец каталонской музыки. Сказать просто, что это красивое здание, недостаточно. Особенно, когда подходишь к нему ближе, видишь, насколько хорошо проработаны детали. Это безумно впечатляющая работа. И, конечно, стоит провести экскурсию внутри, но билеты стоят дороговато. И я дам небольшой совет, как, заплатив деньги, получить максимум удовольствия. Вместо экскурсии лучше всего взять билет на концерт и ощутить всю мощь и прелесть этого зала. Я жду с нетерпением.
Это было феерично, столько страсти, столько энергии, впечатлений, моря. Я думаю, это идеальный момент закончить это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч, пока-пока. Hell yeah.